Здравствуйте, мои дорогие подписчики, гости канала. С вами Женя. Вы на канале «Счастье в нас самих», где, как всегда, ответы на вопросы, и на любые вопросы вы можете найти ответ на канале. Пару минут вашего времени, задаете вопрос, открываете любое видео, которое вам понравилось, я имею в виду название, и там вы точно найдете ответ на ваш вопрос. Это своего рода знаки Вселенной. Ну а также инструменты для улучшения всех сфер жизни, от любви к себе до выздоровления, до поднятия энергетического уровня. Есть настрои, медитации и практики, которые помогут вам в этом, ну а также практики, настрои и ритуалы для исполнения любых, даже самых невероятных желаний. Ну и помните, что на канале инструменты в помощь вам. За вас никто вашу жизнь изменить не может. Все, что происходит с вами, это результат ваших мыслей, эмоций, ну и как причинно-следственно действий. И взяв под контроль прежде всего свои мысли, свое состояние, вы можете изменить то, что с вами будет происходить в вашей жизни. Когда я это узнала, с одной стороны, это меня немножко испугало, потому что в самом начале я не могла контролировать то, о чем я думаю. Даже если брала под контроль на какие-то пару минут, соответственно, потом все уходило в старое русло. Но немножечко практик, немножечко медитации и работы над собой, соответственно, я этому научилась. И сегодня хочу помочь вам, учу вас. Пользуйтесь. Ну, сегодня мы посмотрим, что же происходит за вашей спиной, чего вы не видите, что влияет на то, что происходит с вами извне. Да, конечно, притянули вы это сами, но на сегодняшний день надо уже работать с следствиями. То, что вы притянули, вы этого не знаете, а осведомлен значит вооружен. Ну что, как всегда, сосредоточьтесь на себе любимых, сделайте себе комплимент, похвалите себя, ну и, конечно, обязательно улыбнитесь. Меняйте свою жизнь при помощи улыбки. Чем больше вы улыбаетесь, тем больше причин для улыбок дает вам Вселенная. Ну что, надеюсь, вы готовы. Что же происходит за вашей спиной, и вы не видите и не знаете? Первое, что могу сказать, что кто-то пытается вас контролировать. Этот кто-то имеет определенный вес в обществе. Это может быть как ваш менеджер, хозяин компании, также кто-то из ваших родных и близких, кто постарше и повесомее. Тут контроль идет по той простой причине, что вы излучаете неуверенность, что вы не доверяете себе, ну и для некоторых из вас, как это не обидно, может быть, вы не любите себя. Когда вы живете для кого-то, вот как я знаю, люди говорят, я живу для детей, например, я живу для родителей, я живу для работы. Вы теряете очень важное звено. Прежде всего, вы должны жить для себя. Это не эгоизм,
Ни в коем случае. Я же не говорю здесь о том, чтобы помогать кому-то, участвовать в жизни кого-то, советовать и также помогать как материально, так и физически. Нет, я не говорю сейчас об этом. Но делается это прежде всего не для человека, а для себя. То, что вы делаете, должно прежде всего доставлять вам удовольствие и приносить вам удовлетворение. Соответственно, тогда это все делается легко, и вы не устаете от этого. И потом вы не ожидаете, что человек вам в ответ что-то даст. Только так можно помогать и участвовать в жизни другого человека. Так вот, тут я вижу контроль от кого-то. Кто-то за вашей спиной, может, вы даже этого и не осознаете, пытается вас контролировать. Смотрите, говорить слово «использовать» это будет неправильно. Ну и опять же, подумайте, оглянитесь вокруг и присмотритесь к тому, как к вам относятся, особенно люди более старшего поколения, ну и, соответственно, ваши начальники, менеджеры, хозяева компаний, где вы работаете. И еще раз повторяю, я не говорю, хорошо это или плохо. Если у вас этот контроль вызывает чувство удовлетворения, соответственно, это здорово. Смотрим еще, что происходит за вашей спиной. За вашей спиной кто-то пытается сделать выбор за вас. Вы точно так же, я говорю, что выбирать должен каждый сам, и то, что ему ближе, то, что подходит человеку, то, что вызывает в человеке одобрение. Тут я не могу сказать, позитивно это или негативно. Нет такого. Вот то, что вы воспринимаете как позитив, другой человек может воспринимать как негатив. Поэтому за вашей спиной кто-то, люди пытаются сделать выбор за вас. Это может касаться как работы, карьеры и бизнеса, так и межличностных отношений. Посмотрите вокруг, и вы увидите. По этому раскладу я еще могу вам сказать, что во всем, что я здесь вижу, есть участие Вселенной. Соответственно, вы своим отношением и своим внутренним состоянием это все притягиваете. Притягиваете прежде всего, проанализируйте, что происходит внутри вас. Проанализируйте, каким же образом вы могли притянуть то, что я вам рассказываю. И, соответственно, изменив свое внутреннее состояние, вы 100% сможете изменить то, что Вселенная вам преподносит. Ну и финальная карта, что же еще происходит за вашей спиной? За вашей спиной кто-то пытается вас настроить на раздражение, на всплески негативных эмоций, и, соответственно, тут же еще идет и ревность, и обида. Подумайте, посмотрите, может быть, это тот же человек, который пытается контролировать вас, который пытается доминировать над вами. Может быть, вы это и чувствуете именно ощущением плохого настроения, раздражения и даже, я же говорю, для некоторых из вас ревности, но я, как всегда, могу вам сказать, что это ваше только внутреннее состояние, вызванное
вашей неуверенностью в какой-то ситуации. Я надеюсь, что это не по жизни. Ну, а если у вас это происходит постоянно, и вот то, что я вам сегодня рассказала, вас мучает, и, ну, тут действительно я вижу, что раздражение, волнение, переживания, которые связаны с вашей неуверенностью, с тем, что вы не знаете правильного решения какой-то ситуации, то я могу вам точно сказать, вам на канал: начинайте сначала, начинайте с любви к себе. Я в самое ближайшее время выпущу уже усовершенствованные настрои и медитации на все случаи жизни, на все сферы жизни, по той простой причине, что я, когда выпускала мои уже существующие настрои, я только начинала канал, и, соответственно, развивается канал, развиваюсь я, и сегодня я владею намного более действенными инструментами для изменений. Поэтому следите за каналом, подписывайтесь на канал, если вы еще этого не сделали, нажимайте на колокольчик, и соответственно, вы будете одними из первых. Вот все, кто нажимает колокольчик, смотрят мои видео и, соответственно, заряжаются позитивом и счастьем. Ну, а я вам этого желаю. Люблю вас, мои дорогие. Пока!